вас всех приветствую, мои дорогие друзья. Я надеюсь, что у вас все хорошо, у вас хорошее, прекрасное настроение. Если нет, то настраивайтесь. Сегодня я вам обязательно постараюсь дать также вас зарядить, вас замотивировать на хорошие дела. И после просмотра этого ролика вы тоже пойдете обязательно что-нибудь хорошее сделаете, да, и кайфанете вместе со мной. В общем, как всегда, будет интересно, но перед этим я, конечно же, да, не забыл, я не мог не поздравить и не передать маленький привет, и обязательно сейчас я это сделаю. Сегодня маленькое, очень приятное такое событие у нашего подписчика, а это именно Рая из Далласа. Я, конечно же, не забыл поздравить вашего внуку Сашу, ему исполняется 2 годика, и с днем рождения, пожелать ему счастья, здоровья. Пусть растет здоровый и крепкий, радует вас, слушается вас, такую замечательную бабушку, и учится вас. Я уверен, он вырастет настоящим мужчиной, и вы будете им гордиться от всей души. Еще раз я вас искренне от всей души поздравляю. Ирина из Буэнос-Айрес, вам громадный привет, и пусть все у вас будет хорошо. Не ожидали, улыбнула, ну и прекрасно, и отлично. Ну а мы продолжаем. Продолжу заниматься нашими делами. Вот, чуток нам, конечно, не повезло, у нас опять нету света. Не пугайтесь, такого частого отключения у нас не было, это просто, кстати, очень хорошо. У нас делают полностью новую линию, ставят новые столбы, будет новая проводка. И вводы, кстати, я даже не знаю, поэтому электропроводку я пока сильно не спешу разводить. Потому что ввод, возможно, будет уже не с этой стороны, а со стороны улицы, да, и счетчики, скорее всего, возможно, у нас даже будут висеть на столбах, поэтому вводный провод будет, возможно, даже не отсюда, поэтому здесь пока чуть-чуть маленький столб, вот. Но света нет, ничего страшного, я займусь нашими проемами, нашими откосами, вот. Скорее всего, я, наверное, сейчас возьму пеноплекс и буду на монтажную пену сажать, дабы мне не ждать свет, пока это все дадут, пока развести клей и прочее, и прочее. В общем, без работы в любом случае мы не будем сидеть, так что мы погнали.
скорее всего, это, наверное, хорошо, я вам так скажу, потому что, ну, новая линия, это здорово. А смотри, они... А, у нас теперь, наверное, будет этот, не такие, не алюминиевые провода, а, видишь, один кабель большой кидает. Ну да. Вот. Поэтому, скорее всего, и счетчики что-то будут, наверное, этот, на столбах, наверное, будет висеть. Я объяснял, что вот, скорее всего, может даже с другой стороны будет. У нас сейчас совсем другой, потому что когда проверяющий приходил, говорит, пока не спешите, ничего переделать, скоро новая линия. Оставайтесь с нами. С нами интересно, как всегда. А мы погнали. Так, все, забрали нашу девочку. Да? Забрали, домой пойдем? Погнали. Тёма сказала здесь оставить. Тём, тебе понравилось в садике? Сегодня жарко, можно было бы даже погулять. Да, вообще жара просто. Можно было здесь погулять. Да? Да. У них много площадок, да? Да, ну просто каждая группа, ну, Свои части. в своей части, да, гуляет. Просто они чересчур маленькие пока их не этот. Холодно сейчас с утра, и их так не выводят. Сегодня вообще шикарно. Потому что многие болеют, очень много детей болеет. Поэтому лучше пусть сидят там, играются в группе. Дружились наконец-то, а? Бимка, а? Бимка, 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 Бимка. Ты чего все затусила с Баряном, а? Барян. Барян. Че ты прячешься, а? А? Играться будете вместе, а? Вот та-та-та-та. Так, все, погнали разгружаться. Огончица. Ты чё там, а? Ты чё? Насиделась? Чопа. А? И огончица. Подожди, сейчас выйдешь, сейчас пойдешь уже. В общем, что у нас? Второй день я отдыхаю. Света нет. Не, проблем никаких нет, наоборот, проблемы решают, делают новую линию, я уже говорил, это хорошо на самом деле. Еще плюс возле дома нету столба, как раз так получилось, что столбы по соседям развели, у нас, ну, как бы... И да, у нас еще дерево прям было высокое, которое нужно было спилить, и они спилили. Деревья, они прям не щадили, они конкретно прям все пилили. Там дальше такие березы красивые стояли, они их вообще под ноль вообще спилили. Так, ну без света, чтобы мне не сидеть, я тоже начал утеплять откосы. Кстати, я посадил на пену, прям получилось от души. Железобетонно. Да, можно так сказать. На самом деле очень удобно, быстро и, как сказать, быстро высыхает, и уже можно армировать сеточкой и клеем, чем я и займусь. Вот, единственное, смотрите, чтобы не выдавило. Потому что надо постоянно контролировать, поджимать, выставлять, потому что если вы так запените и оставите, то, соответственно, у вас все раздует здесь. Ну и будет вот так буграми. В общем, здесь все сделал, пеноплексом двоечкой утеплял, также здесь на окнах. На окнах я все выставил. Вот, все хорошо, теперь будут теплые откосы, будут теплые окна, и вообще будет тепло и классно и здорово. Вот. Сейчас я буду армировать. И, в принципе, все, уголочек здесь заведу, чик-чик-чик-чик, заштукатурю, и потом будем шпаклевать. Да, сейчас мы уже, скорее всего, уже скоро начнем шпаклевать, да? Угу. И единственное, надо электропроводку будет развести по всему дому, потому что надо. Котел, кстати, я покрасил. Конечно, не айс, но более-менее вид он приобрел. Ну, вот здесь прям более-менее нормально. Можно будет еще потом пройтись, как бы слоем. Но опять же, это временно. Потому что у нас. Сюда я новый датчик поставлю. Я уже его нашел. Вот, поставлю по автоматике, я уже сказал. Там подшаманить. В принципе, котел он готовый. Там ничего такого в нем страшного нету, чтобы, знаете, он там этот... Прям быстро его нужно под замену. И нужно будет его замонтировать.
замонтировать, соответственно, вентиляцию поставить, все подключить и проверить, как все работает. Ну и не сомневаюсь, будет все отлично. По прошлому видео было очень много вопросов по свету, по люстрам, вообще, где купили, почем и вообще. Ну, опять же, спасибо, всем зашли, всем очень понравилась люстра. Единственное, было 2-3 вопроса, небольшая ли люстра в спальню. В спальне будет много света, вы будете щуриться. Ребята, она регулируется. Там 4 режима, помимо 4 режимов можно еще убавить ее, тусклее сделать. И если вообще она не нравится, там еще есть 3D ночник. То бишь освещение выключается, внутри такие 3D, как сказать, ну увидите, да? И она таким ночником вообще, да, как бы не напрягая, горит. Поэтому много света не будет много света. Тем более у нас прикроватные светильники еще. Прикроватные еще будут светильники, поэтому все регулируется. У нас громадное окно, и тем более днем в спальне делать нечего, а вечером там, ну, только спать в ней, да? А все время проводить в гостиной, поэтому, ну, как бы, я не знаю, мне непонятен этот вопрос, да? Много будет света. Что делать ночью с включенным светом в спальне, я не знаю, да? Вот. У нас телевизора ж там нету. Столика там нету, там чисто у нас, вы сами видели по пространству, спальня стоит и все, и красивое большое панорамное окно. А все, как говорится, удобства, пожалуйста, через дверь, у нас там кухня-гостиная, как бы, все, туда мы чисто зашли уже, отдохнули, поспали и все дела. Поэтому насчет люстры, как бы, это, в основном, конечно, взяли ее для красоты, да. Она не то, что для света будет, она будет украшать комнату, потому что она, ну, красивая она такая. Как лепестки, да? Вот. Единственное, у нас чуть-чуть перепланировка, ну как перепланировка, в гардеробную мы решили, я посоветовал Наталье, потому что у нее вот здесь будет зона, здесь будет столик, ну я так понимаю, это будет косметика, да, тут по сути, туалетный столик. В спальне же не будет, и поэтому мы же там шанельку в эту видели и точечную, по сути этого маловато, и чтобы накраситься, вы сами знаете, надо хорошо видеть лицо, там, чтобы правильно тон подобрать и все прочее. Да, я даже такие вещи знаю. Вот, я говорю, себе сюда еще пару светильников, брашек прям возле стола поставь, вот из зеркала, чтобы было светло, удобно было, понимаешь? Да не в плане даже там косметики или что-то, красоту наводить, она у меня и так красивая, да, вот. В плане чего-то, какие-то вещи, я не знаю, там ноготки подпилить, еще что-то подкрасить, правильно, да? Нужен свет, да, хороший свет, чтобы, не дай бог, свои красивые ручки не поранить. Вот. Поэтому нужно провести сюда... Да, и мы провести сюда 2 провода. В коридор мы тоже поменяли, там у нас будут точечные светильники и светильники на стенах. Но они уже не будут регулироваться. Диммер. Диммер, вот. В санузле будет диммер на светильниках и в кухне-гостиной. Те светильники, которые мы показывали, 3 штуки, которые мы купили. Кстати, многие из вас сказали, не красьте их ни в коем случае в белый цвет, потому что не подходит. Возможно, да, я соглашусь. И много было вопросов, не делайте так, и лишь единицы сказали, ребята, успокойтесь, не надо никуда спешить. Когда мебель, вся расстановка произойдет, все встанет, когда вы все повесите, вы вот так все посмотрите на свой интерьер, дизайн, тогда уже скажете, да, надо перекрасить, да, здесь надо чего-то добавить. Да. Я с вами полностью согласен. Также было очень много вопросов по поводу коврового покрытия. Не берите ковер, это ужас и прочее. На самом деле мы пока еще не собираем. Мы планировали его брать, но мы не собирались. Еще раз, мы ждем, когда мы все поставим. Да. У нас, может, даже и места под ковер не будет, и смысла его не будет, потому что он как бы будет закрывать, будем от него спотыкаться. Да? Не знаю, как это будет все выглядеть. Конечно, эти вещи, где-то все в конце покупается, все смотрится. Ковер, я не думаю, что это такая сильно важная вещь. Полезу на крышу, аккуратненько заглушу я свою вентиляцию и запеню. Надо будет мне еще пену взять, потому что всю пену я использовал сюда, баллон. Потом запенил я вот там выход, я потом на улице покажу. Кстати, там арбуз, надо будет его, наверное, сегодня разрезать. Наверное, уже поспел. Вот, ну и потихоньку будем заниматься. Такой мелкой отделкой, она будет самая такая кропотливая и интересная. В общем, я погнал работать, а вы оставайтесь с нами, будет ну прям интересно. Мы погнали.
Так, мы на крыше. Заглушки я поставил на этот. На трубы вот так две. И на те тоже надо будет, наверное, также заглушить. Вот, а потом уже когда крышу переделывать, надо будет это все убирать. Сейчас заодно и на чердак сходим, посмотрим, что у нас тут интересного есть. О, так, сюда еще залезть надо. Так. Кто видел, кто не видел, я уже как-то сюда лазил, показывал свой нереальный чердак. Ну, это маленькая пристройка, соответственно, здесь высота очень, небольшая, да, где-то метр. А вот сам основной чердак, его запросто можно использовать как мансарду. Вот, он просто нереально здоровый, сколько паутины, и громадный просто, нереально. Фу, сейчас я вам покажу. Заодно я хотел посмотреть, есть ли, может, где дыры, не дыры, потому что пока солнечная погода, надо посмотреть. Фу, в общем, вот это чердак. Смотрите, это высота, да? Ну, он, конечно, не весь мой, да? Но вообще говорю, я вам говорю за высоту. За высоту, вот у меня рука вытянутая, да? К примеру, до этой балки она даже у меня, еле достает. О, а если брать самую высокую точку, вот эту, я не знаю здесь сколько, больше 3 метров, больше 3,5-4 метра. Ну, площадь тут нереальная вообще. Посмотрите, если переделать, конечно, крышу, делать ее двухскатную, тогда площадь еще больше увеличится, намного больше. Вот. По объему здесь, нереально вообще, я же говорю, очень большая. Вот. Конечно, да, разгуляйся вообще прям. Фу. Старые еще вещи какие-то, я уже показывал их, как-то лазил сюда на чердак. Вот. Было кое-что интересное. Так я, по-моему, уже все показал, что было, что есть. Единственное, вот эта машинка была какая-то немецкая. Вот. Что она делала? О, уже отвалилась. Сломал. Фух. Не знаю, здесь какие-то регулировки. Непонятно мне. Ну, написано на немецком все. Маден ГДР. Раньше так, по-моему, называлось. Германиями кто-то говорил. Вот. Не знаю. Ладно, это я уже все показывал, конечно. Это все интересно было когда-то. Вот. Сейчас это уже не интересно. Да. Так как кассеты вот такие, да? Как мы их раньше слушали. Перезаписывали, мотали, клеили их здесь. Брали лак женский. Вот, и клеили заново. Тут, как зажует пластинку. Там я же говорю, чердак большой. Единственное, у меня, знаете, какой минус, да? Вот эта кирпичная стена, это вытяжка все, да? Свою я уже заглушил, она мне не нужна. Не нужна, и я хотел ее разобрать. А соседи еще пользуются этой вытяжкой. Поэтому, видите, какой-то такой вопрос тоже не совсем этот. Вот, а разваливать ее, засыплю ихнюю, да? Или вообще могу и развалить ихнюю. Поэтому пока мы еще к согласию не пришли. Но я так сильно не настаивал. Но все же, я же говорю, пока я говорю, крыша не делается. Вот, но когда я буду крышу делать, в любом случае этот момент нужно будет учесть и все это как-то оформить грамотно. Ху-ху-ху-ху-ху. Так, ладно, это в общем мой чердак. Я буду смотреть щели, дыры, где есть, где нету. Если что, сразу нужно будет это все закрыть потом, дабы это все не текло. Так что такие дела. Не, чердак вообще зачетный. Вообще, по-любому. В будущем здесь что-нибудь замутим, сделаем. Ладно, я погнал. Так, сейчас поедем заказывать плинтуса. Поедем. Что найти их надо. Я знаю, где они. Потому что нам делать нечего, света нет, мы не знаем, чем заняться. Не, они нам нужны, если честно. Мы... Чё так близко? Не знаю, это вообще хана какая-то. Первый раз такой, что нечем заняться. Это вообще нечто. Что-то с чем-то. Да, Миш? Да, хотя Тёмку уже скоро надо. Не, уже столбы ставят, значит, думаю, что идет к концу, да? Наверное. Сейчас такое солнце, хорошая погода. В общем, сейчас прогуляемся, еще что-нибудь посмотрим.
В общем, поехали. Все, погнали. Не хотят мне они Вот, в общем, отзвониться, они чтобы я спокойно под покраску. вот поставили. И с нее включать, выключать, если где-то. еще они не отзвонились? Ну вот они цену сказали, а чтобы прям Так, и взяли, в общем, вот такие вот верхние. Зай, мы уже верхние взяли, да, по-моему? Где? Самый верх. Самый верхний, 10 да. сантиметров. Вот этот классический, да? Вот этот. Вот. Да. Ну вот такой удобный. Они нам предлагали Кстати, вот по-моему- типа такого, но мы, в общем, Ну я же не говорю, захотели. таких много, таких вот и золотом, и это. Точно такие же, по-моему, если не ошибаюсь, у нас в Сочи были. Ну да, типа При- такого. Да, и у нас там тоже были не маленькие потолки, по-моему, 2,85 был. И смотрелись нормально. Оба-на. Ой, побольше, да, Шанель? Да? 2,8? Говори. На окна, на обрамление, да? Кстати, с золотом чуток будет нормально, да? А на кухне-гостиной широкие, наверное, надо будет, да? Правда, широкие не надо. Это такие на потолке будут лучше. Это обычно. А может нету широких? Вот с такой зеркало тогда сделать. Угу. 90. А вот Это очень широкий, да? Наверное, просто нету в этом. да. Да. Так, все, мы заказали. Сейчас поедем, денежку снимем. Ей отдадим. И, может быть, я сниму, что мы заказали. скажу, да, что заказали. Мы заказали, мы купили, мы опять купили, да? Не, ну, я же перед этим сказала, что мы едем за плинтусом. Да, в общем, на месте нашли все, здесь все оказалось хорошо. Да, и по цене нас устроило, в принципе. Сделали скидочку как своим сельчанам. Вот, не, ну в те вторые, надеюсь, есть, да? Может, сказала, что там сказали, все, завтра привезут. Сейчас Тёмку заберем со школы, ждем. Ты что В раздевался? 12:20 заканчиваются уроки, мы приезжаем, и всегда минут на 10-15 мы... Нет, сейчас просто физкультура, последний урок, они вот только зашли, они пока переоденутся. В общем, ой, это он идет или нет? Нет, Он обычно бежит. бегом аж. Ура! Мы были на почте, забрали очередную посылочку, вы ее уже видели. Вот кто-то из вас, кстати, даже угадал, что пришел. Но пришел, конечно же, нам наш незаменимый помощник, друг и товарищ. В общем, пришел нам очередной пылесос. Да, вы все любите эту рубрику, эту тему. Сейчас вам все покажем, все расскажем. Данная модель это X600 Pro. У нас уже была предыдущая модель, это X600. Она себя зарекомендовала и показала очень даже ничего. Да, кстати, многие купили даже. Да, многие купили. И, конечно же, напишите мне свой отзыв, комментарий, как вам он в уборке. Нам, если честно, очень сильно понравился. Прям, ну, зачетный был. В общем, это уже новая модель. Она более усовершенствованная. Она более функциональная, с приставкой Pro. По комплектации сейчас мы посмотрим, что находится. Приходит, кстати, очень классно. В двух коробках. Это уже вторая коробка. Первую мы уже сняли. Упакован он отлично, пленочку мы уже сняли, так что не переживайте. Все будет в сохранности, все четко. Вот такой он красивый, посмотрите на него. Кстати, вот эти вставки подходят прям под твою посуду. Я тебе серьезно. Да. Не, ну вот посмотри, у тебя такой же будет этот тостер, чайник. Вот даже надпись, он прям знал. Нет, Значит, этот пылесос будет в гостиной у нас. да, они индивидуально, смотрите, по предзаказу сделали. Нам вот, ну как можно отказать такой хозяюшке. В общем, что смотрим мы по комплектации? Все стандартно, в принципе, как и в предыдущей модели. Здесь запасной фильтр лежит, это что очень даже хорошо. Сменная у нас тряпочка такая, это микрофибра. Она будет, это для моющего контейнера, так как пылесос у нас моющий. Стандартно у нас идет блок питания. Сам пылесос сейчас мы вам покажем. Контейнер для воды, куда мы ее наливаем. Также можем применить моющие средства. И он будет отлично мыть у нас полы. Что мы сегодня вам и продемонстрируем. Сама подстанция.
для зарядки данного пылесоса. Какой плюс в этом еще пылесосе? Есть сама подстанция, куда он будет заезжать. Вот. Также зарядку можно применить в случае чего. Ну, вдруг, если что, вдруг случится, не знаю, вы раздавите ее. И вы можете прям блок питания, не во всех пылесосах, кстати, она есть, подключить прямо вот сюда, к выходу. В общем, сам пылесос, но он стильный, модный. Сверху у него закаленное стекло, так что не переживайте, он не разобьется, ничто с ним не случится. Вот, стиль он классный, не знаю, я же говорю, прям под нашу кухню. Снизу, как мы видим, все стандартно. Имеется основная щетка, вот куда будет забираться основной крупный мусор. Ну и, соответственно, в комплекте мы имеем 4 щетки, 2 запасные, 2 рабочие, которые мы будем устанавливать. Устанавливаются, ребята, они очень легко, на них есть обозначение, видите, R. Также и здесь вот есть буковка R, просто они защелкиваются и ставятся. Оба, и все. Вуаля, будет красота и чистота. Так, щетки у нас есть. Ребята, сегодня чуток получилось так, что я забыл книжку по руководству, по ее установке, но наши друзья, они молодцы, они все предусмотрели. Если вы даже книжку потеряете, перед установкой здесь все есть. Посмотрите, на задней стороне наклеена наклеечка. По этой наклейке мы легко можем установить и сделать сопряжение с нашим мобильным устройством, потому что этот телефон работает на Android. Вот. Ну или смотря у вас какое мобильное устройство, также iPhone. Запросто. Здесь есть свои AR-коды, поэтому AR-коду он находит у нас приложение. Очень просто. И если у вас есть приложение на вашем мобильном телефоне сканер, отсканируем, он переходит в ваш магазин приложений, соответственно, даже данной вашей модели, и устанавливаете приложение. Вот. Кстати, пылесос, как по картинке я вижу, он видит, у него есть функция от падения. Кстати, мы проверим, да? Второй AR-код предназначен для самого приложения данного пылесоса. Вот вы его отсканируете, регистрация очень простая и легкая. Регистрируйте на свою личную электронную почту или мобильный телефон. Сопряжение у него идет моментальное. Вот, подключается также он к сети Wi-Fi. Вот. Данную процедуру мы вам всю покажем, как это все легко, быстро делается. Вот. Контейнера по сбору мусора он установлен здесь с наружной стороны, не нужно никакие крышки открывать, открывается очень легко. Вот так зажали, открыли, вуаля, все прекрасно, все здорово. Открывается он, чистится тоже очень легко, одним нажатием руки. Раз. Тут также есть фильтр, он разбирается, моется, сушится, запросто все это можно помыть. Все это дело. Так, разговоры разговорами, это все хорошо. Хвалить, как говорится, мы будем в конце, после того, когда мы его протестируем, и он покажет нам свою работу. Вот. Начнем мы, не знаю, с влажного будет. Да, разницы нету, да? Разницы. В общем, начнем мы наш маленький тест-драйв. Вам приятных просмотров. Начнем наш маленький тест-драйв. Первым делом мы будем тестить. У нас будет сухая уборка. Сухая уборка у нас будет проводиться по керамической плитке. Убираться мы будем на кухне. Запускаем мы наш робот. Как мы видим, своей задачей он справляется очень легко и быстро. Мусор он с легкостью собирает. Все препятствия он видит. Я лишь рекомендую, если у вас на кухне стоят стулья, ребята, пожалуйста, поднимайте их на стол, дабы ему быстрее ваше помещение убрать и лишний раз об эти стулья не спотыкаться. С легкостью он заезжает также в санузел, убирает там. А сейчас мы проверим, как он реагирует на нашу станцию при низком заряде батареи, как он будет подзаряжаться и приедет ли он к ней. Как мы видим, станция не закреплена, с легкостью он заезжает на нее и происходит зарядка нашего пылесоса. В пылесосе есть функция от падения с высоты. Как мы видим, она прекрасно на 5 с плюсом работает. Пылесос ни разу не упал. Также, ребята, многие пылесос прям на кухню сверху ставят, и он на этих полках берет и прям все убирает. Классная вещь на самом деле. Так, следующий этап, это у нас уборка тоже идет сухая, но уже на ковровом покрытии со значительным ворсом. На ковер он заезжает с легкостью, заезжает в труднодоступные места, под диваны, под тумбы. В ковре он ведет себя очень даже уверенно. Режим скоростей у него 4, можно включить повышенную, и прям будет здорово он убирать. Пылесос довольно-таки не шумный, поэтому если вы отдыхаете, он вам совсем не помешает. Хотя есть и мощный режим. Шумноват, ну немного, я бы даже сказал. В общем, на ковровом покрытии он показал замечательный результат. Сейчас мы посмотрим, что он собрал.
Обязательно перед тем, как вы захотите почистить контейнер от мусора, отключите питание на пылесосе. После этого уже извлекайте сам контейнер для мусора. Как вы видите, в нем довольно-таки много мусора. Мы сейчас почистим главную основную щетку. Разбирается она очень легко. Отщелкивается крышка и достается сама основная щетка. Вот, быстренько она чистится, все убирается и обратно заново легкостью оно ставится. Справится даже ребенок. Очень быстро, очень все просто. Вот, сейчас мы снимем сам основной контейнер и посмотрим, что он у нас собрал. Мы видим, мусор классно он собрал с коврового покрытия. Посмотрите, сколько мусора. Здорово, молодец, справился на 5 с плюсом. Ему громадное за это спасибо. Вот, умница. Все это легко убирается, стряхивает. Нужно дополнительно помыть сеточки на фильтрах. Они с легкостью вытаскиваются. Под краник берете, под напор струи водой. И быстренько моете. Все, они прекрасно высыхают на солнце. Сушите и обратно их с легкостью вставляете. Никаких проблем. Также второй фильтр. Его запросто можно почистить, помыть и также высушить. Вот, и будете им пользоваться еще долго-долго и прекрасно. Вот. Заново все это собирается с легкостью. Сейчас мы будем тестить его, проводить влажную уборку. Помогут нам вот такие тряпочки. Они у нас состоят из микрофибры. Цепляются они на вот такие липучки. Очень хорошо они держатся. Вот. Набираем воду в контейнер, здесь мы переворачиваем, открываем резиновую пробку, вот, и включаем кран. Соответственно, вы можете добавлять моющее средство для лучшей эффективной уборки. Водичка у нас набрата, все отлично. Вставляем наш контейнер в пылесос с легкостью, все, переворачиваем пылесос, включаем питание, нажимаем, и он погнал работать, погнал работать. Убираться он будет у нас на кафеле, что и где логично. Ну, в принципе, и на линолеуме он прекрасно убирает. Вот. Разводов он не оставляет, что очень даже хорошо. Мне очень прекрасно понравилось, как он помыл кафель на отлично. На самом деле, вот прям я рекомендую. Если у вас лишний раз не хватает вам времени, обязательно пускайте этого робота и пускай моет вам полы, как говорится, и будет вам счастье. На этом наш маленький тест-драйв подходит к концу, и сейчас мы объективно поговорим о данном пылесосе. Так, друзья, ну и вот и все, подошел наш маленький тест-драйв нашего робот-пылесоса. Сегодня мы тестировали, еще раз я напомню, модель X600 Pro. Ссылка на магазин, ребят, всегда как будет в описании под видео. Переходите, смотрите. Читайте отзывы, их очень много. На свои отзывы, что я хочу сказать о данном пылесосе, вы можете прочитать и много других. Также есть разные модели по бюджету, более дорогие, более бюджетные модели. Вот в этой модели, в принципе, есть все, что вам нужно, вплоть до голосового помощника. Можно настроить программу, вот, смотря какой программой вы будете пользоваться на данном вашем Android устройстве. Управлять голосовым помощником, то бишь как вы в поисковике Google или в Яндексе набираете, окей, там найди мне то-то, также вы можете говорить к пылесосу. Окей, вперед уборкой заниматься. В общем, в целом, что хочу сказать. В целом, мне все понравилось. Понравилась его уборка, понравился его режим работы. Кстати, у него 4 режима. У него тихий, средний, мощный и супер мощный. Он прям начинает щетками мести очень классно и здорово он убирает. Как вы видели, прекрасно он справляется как и на кафеле, также прекрасно он справляется на ковровом покрытии. По влажной уборке, также на кафеле, меня все устроило. Опять же, еще зависит от моющего средства, то, которое вы будете добавлять в данный контейнер. А так, практически, я думаю, вообще пылесос просто идеальный. Он стильный, он функциональный, он удобный, и это здорово. Самое, конечно, это большой плюс, то, что он экономит ваше время. Это очень удобно. Есть режим программы. Если вы не хотите в определенное время когда-то приходить с работы и убираться, вы можете настроить режим в вашей программе данного пылесоса. И все, к примеру, там вы уехали на работу, и спустя час робот сам начал работу, вы можете ему определить место работы, делать ему определенную площадь, режим уборки, какая будет именно осуществляться. В общем, робот наиумнейший, программ очень много, настроек очень много. На самом деле, для каждого человека, мне кажется, можно подобрать свой именно режим, который будет радовать вас. Самое главное же, он будет экономить ваше время и ваши силы.
а вы в это свободное время потратили на себя, на что-то самое хорошее, приятное, возможно, на семью или на отдых, а возможно даже на путешествие. Сегодняшний тест-драйв на 5. Не знаю, никаких у меня претензий нету вообще к пылесосу, ни к сборке, ни к качеству, ни к дизайну. Выглядит он просто на отлично и супер. В общем, я вам всем советую. Еще раз ссылочка на магазин будет внизу в описании под видео. Переходите, смотрите. Возможно, какой-то из пылесосов станет вашим. Вот, но на этом мы, как говорится, будем заканчивать. И пойдемте, я вам расскажу, что у нас получилось, что осталось и вообще чем будем дальше заниматься. Мы погнали. Аж непривычно как. Почему? Не знаю, обычно как-то работаю и время пролетает, и есть что показать, а сегодня, по сути, и показать-то нечего. На самом деле. А что, ну, по сути, ничего, доделал я, ну, не доделал я, заармировал я, утеплил я откосы. Я все не показывал, потому что окно засвечивает, и не совсем все видно при работе, как я это все делаю. Делал стандартно, вы все видели, пеноплекс, двоечка, сверху стекловолокно, сеточка и клеем, плиточным клеем. Все, оно сейчас подсохнет, выставим на уголочки красиво, и это все заштукатурим. Будет прям вообще красота. Красота красотющая, да? Вот здесь также все отлично, клей быстро сохнет, уголочки, и все будем. Все будем облагораживать, делать. Ну ничего не поделаешь, так тоже бывает, как бы. Не всегда, как говорится, получается то, что мы хотим, да? Вот. Кстати, насчет труб газовых. Да, они еще висят, вы не ошиблись, сейчас опять начнется камни кидать в сторону райгаза и прочее, такие, не такие. В общем, уже позвонил в таком, как бы сказать, невеселом тоне. Вот, я говорю, сколько можно уже, сколько времени прошло. Он говорит, на этой неделе сделаем. Сделаем, я говорю, ну неделя пройдет, я говорю, это на какой неделе, следующей или это? Не, на этой сделаем. Я говорю, нет, давай так, говорю, это вот. Ты мужское слово свое даешь, говорю, что вот ты вот сказал, что вот ты как мужик сказал, на этой неделе все это сделать. Он говорит, да, типа, я даю. Ну и посмотрим теперь, да, вот если сделает, то все, красава, мужик, да, мужик сказал, мужик сделал, правильно? Вот. Ну а если нет, то, соответственно, как бы, ну что, будем стыдить. Ну нет и нет, как говорится, да, что говорить, я не знаю, как бы. Если человек сказал, но я думаю, что он сделает, да? Правильно? Ну, если он так сказал, значит сделаем. Я за язык не тянул, понимаешь? Что? Вот. Поэтому что у нас? Ну ничего, вот как-то так, друзья, как-то так было. Колпаки я уже показал, что их закрутил на крыше, чердак там кое-где, что было, я шифер поправил. Вот, в принципе так, я же говорю, без электричества как без рук, да. Поэтому, конечно, вы сейчас все скажете, нужен генератор, ну это понятно, что нужен. Нужен, когда проблемы в этом есть, да, у нас проблем в этом нету. Нет, проблема есть, как бы, но это временно, да, вот сейчас. И на самом деле надо ехать к маме, надо сейчас ей позвонить, спросить, есть ли у нее свет, потому что мне надо как-то обработать видосик, да, потому что света тоже нет. Вчера они только аж 6:30 вообще поздно включили, и с Тёмкой пришлось уроки поздно уже делать, вот, и днем. Время сейчас как вода вообще, просто вот. Вот сейчас туда-сюда за Леркой надо. За Леркой сейчас дневной день, как говорят. Световой день будет уменьшаться, соответственно, уже темнеть начнет раньше, и уже будет, да и сейчас уже в 6 уже вечереет, а то и раньше начнется, и туда-сюда уже будет ночь, понимаешь? Друзья, было как-то так, ну бывает, ну не знаю, вот так случается, не всегда бывает, прям чем-то можно удивить громадным стройкой, перестройкой, ремонтом, но раз тоже нужно немножечко поработать, отдохнуть, как говорится, освежить мысли. Вот, освежить мышцы, даже можно и так сказать. Вот, чтобы они, как говорится, отдохнули, набрались сил, значит мы сил набираемся, и в следующий раз мы будем прям объемно делать что-то такое фантастическое. Ну, если они закончатся. Мои хорошие, дорогие, спасибо вам громадное за это, за вашу, конечно же, поддержку, за то, что вы нас смотрите, комментируете. Вообще комментарии ваши, это вообще самое нереально крутое, то, что мы читаем всегда. Это круто, то, что вы нас поддерживаете, вы нас мотивируете, мы тоже стараемся вам отдавать тем же.
потому что это нереально круто. Но, как говорится, на этом всем самым хорошем будем потихонечку заканчивать. Надолго, конечно же, мы не будем с вами прощаться. Я вам тоже желаю отдыхать, набираться сил, вновь собравшись силами, достигать своих вершин, своих целей. Как говорится, пусть у вас все будет хорошо, вам здоровья, любви, удачи. Вот. Так что не прощаемся надолго. Всем счастливо, всем пока!